Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, что происходит в данный момент в игре, а начинается, как по мне, воистину крутая заварушка. А обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Давайте-ка немножечко издалека. Недавно была цель сообщества, где нужно было возить основные лекарства, реактивную защиту и прочее, подготавливать, так сказать, систему к вторжению торгоидов. Вот, я говорю об этом. В системе HIP 22460 срочно требуются припасы. Это мы уже сделали. И следующая цель сообщества, которая стартовала в этот вторник, а не в четверг, как это обычно бывает, что довольно странно. Для питания супероружия требуются артефакты стражей. Мы приступили к сборке Protoss Wave. Если что, друзья, это как раз таки то самое супероружие. Для начала строительства нам хватило собственных запасов материалов стражи, но теперь требуется наладить канал поставок, способный обеспечить те объемы, которые необходимы для завершения супероружия. И спустя, друзья, 2 дня, как стартовала данная ЦСК, в этот четверг, сегодня, появилось следующее. Предупреждение пилотам. Получены неподтвержденные сведения о том, что на гигантские корабли сверхдержав в системе HIP 22460 напали торгоиды, и в настоящий момент там ведутся боевые действия против инопланетян. Федерация пилотов призывает всех пилотов, готовых принять бой, оценить ситуацию и поддержать силы обороны системы. Но это, друзья, к сожалению, не цель сообщества. Но, скорее всего, на следующей неделе будет еще одна. Или же фронтиры что-то опять веселое сделают и выпустят очередную ЦС-ку не в четверг, а в какой-то любой рандомный день. Интересно, чем же все это дело закончится в итоге, потому что это как-никак вторая торговецкая война, и по идее Protoss Wave, это новое супероружие, положит конец войны с торгоидами. Но есть много чего еще интересного. Давайте-ка слетаем в ту систему, я кое-что вам покажу. Кстати, отображение цели сообщества в данной системе так и не починили. Не знаю как вас, но меня на предыдущем стриме очень часто перехватывали торгоиды, когда я прыгал в данную систему, а я просто лишь разгружал свой авик с помощью каттера и снова это происходит, как будто частота перехватов, когда прыгаешь в эту систему, выше, нежели обычно. Теперь немножечко интересностей. Перед вами планета в данной системе. Как видите, у нее красный ободок. Вы на нее не сможете сесть. Но до этого, друзья, вы могли. Если я правильно помню, когда я снимал серию видео по проекту Серов, где людей пытались подключить к торгоидским кораблям, чтобы люди могли ими управлять и прочее, это происходило на этих базах. И такая база находится в этом месте. И почему-то не дают возможность сесть. Какова теория? И возможно, друзья, именно в этом месте и начнется высадка торгоидов на планету. И возможно, у нас будет боевка с наземными торгоидами, которую мы так давно все ждали. Но повторюсь, это лишь моя теория, ничем не подтвержденная. Но то, что торгоиды должны быть пешие, это инфа 100%. Много людей мне писали и говорили то, что в сентябре, когда должен был быть релиз Одиссеи на консоли, хотели вводить наземных торгоидов. Но это говорили люди. Разработчики об этом ничего не говорили. А что мы знаем точно? Salvation готовится к финальной битве с торгоидами. Система HIP 22460 станет полем боя, где Азимут Биотеч и 3 сверхдержавы нанесут торгоидам, внимание, сокрушительный удар. Далее тут следует. Это Salvation. Строительство Protoss Wave официально началось. Эта версия моего антиинопланетного супероружия создана для того, чтобы принести человечеству окончательную победу над нашим врагом. HIP 22460 станет последним полем боя в войне с торгоидами. Мы считаем, что технологии стражей, которые используются в Protoss Wave, вновь привлекут торгоидов, как и предыдущие виды супероружия, но на этот раз мы искореним их угрозу не только в системе, но и по всей галактике. То есть, друзья, финалочка у нас уже очень и очень близка. И все это очень так неслабо закручивается.
6 часов назад появилась лишь только одна зона конфликта, и она была средняя зона конфликта с иными, то есть с торгоидами. И как вы видите, тут уже и низкая, и средняя, еще одна низкая, средняя, низкая, средняя. И они со временем, друзья, увеличиваются. И скорее всего их будет очень много. И тут, в этой системе, будет просто-напросто мясо. Честно, я удивлен, то, что нету цели сообщества, связанной с торгоидами. Плюс, друзья, не стоит забывать касательно исследования торгоидских технологий. Недавно это стартовало, прошла первая фаза, где собирали метасплавы, вторая фаза, где собирали сенсоры и прочее, третьей фазы еще пока что нету. Но, насколько вы помните, был слив одной цели сообщества, которая появилась у многих игроков, но она не стартанула, где нужно было собирать торгоидские ткани. Если что, видос, как собирать торгоидские ткани, будет справа подсказочкой, либо внизу в описании под видео. И это наводит на очень разные мысли. Напишите, что вы думаете по поводу всего, что происходит. Помните, говорилось про большие корабли Федерации и Империи, которые уже непосредственно в системе? Так вот. Собственно, летим на этот сигнал. И что-то по ним пока вроде не стреляют. Или стреляют. Похоже, да, торгоиды уже здесь, пацаны. У нас, можно сказать, новая зона конфликта, где у нас будет Фрагаут, либо Маджестик, и будут торгоиды. В принципе, получается, пофармить торгоида здесь будет поинтереснее. В чем прикол? У данного корабля, как вы видите, лазерное вооружение, кинетическое и прочее, не антиинопланетное. Но щиты торгоиду эта штука снять сможет. Плюс он сейчас каким-то образом разобрал 2 торгоидов-циклопов. Жалко, это на запись не попало. В общем, я думаю, можно будет смело полететь на такие мероприятия на стриме. Будет очень даже неплохо. Но вот что будет с Гидрой, непонятно. Ну а так, я не помню, чтобы такое мероприятие у нас было когда-либо. Чтобы корабли такого класса бились с торгоидами. И вон, если вы можете заметить, он работает как раз-таки уже по самому торгоиду-перехватчику, а не разведчику. Конечно, вряд ли он будет ему сердца выбивать, но все же. Что-то, может быть, да сделает. Вот вы можете заметить, как его кинетические орудия и уже лазерные стреляют вроде бы по Медузе или Василиску. И вроде как наносят дамаг. В том плане, то, что торгует, со временем открывает сердце. А вот, да, пожалуйста, открыл. Блин, здесь реально будет проще фармить торгоидов. Берем на заметочку. То есть, получается, в этих местах мы еще сможем фармить с вами ткани торгоидов-перехватчиков. Что тоже довольно неплохо, учитывая то, что в скором времени, скорее всего, будет 3-я фаза исследования торгоидов. В общем, все очень интересно. Ждем. Надеюсь, то, что все эти крутые битвы и истории будут написаны не только в самой книжке под названием Галнет, но и будут на деле. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше 760 видосов по данной игре отснято, и со временем, конечно же, видосов будет больше, потому что контента в этой игре довольно много, и сюжет в этой игре развивается. Так что видосы будут, но не в таких количествах, как были до этого. Так что не бойтесь, я игру не бросаю. Плюс, будут ссылочки на плейлисты по данной игре, которых в районе 25 штук. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист по лору в Elite Dangerous. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Discord сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.